Всем привет, мои друзья! Сегодня у нас в руках такая магнитола Prology, и на нее мы будем встраивать сегодня AUX выход. Что же, разберем ее. А далее я вам расскажу, как сделать AUX на любой магнитоле. Приятного вам просмотра! Итак, нам осталось вынять основную плату. AUX мы будем встраивать вместо радио. Для начала вам нужно попробовать поискать электросхему магнитолы. Либо можно попробовать по этому номеру радиомодуля найти его схему. Но самое лучшее добраться до этой звуковой микросхемы. Это микросхема звукового процессора, которая распределяет звук по каналам. Звук с радио мы будем убирать полностью, так как оно не работает и нам не нужно. Вот, например, схема нашей магнитолы. Это звуковой процессор, а это тюнер нашей магнитолы. На его схеме выходы LCH и RCH, которые вам нужны. Смотрим, контакты переходят в процессор. Вот 15 ножка и 11 ножка. Если вы не можете найти электросхему своей магнитолы, то вам хватит всего лишь распечатать схему самого звукового процессора. Так даже будет немного проще. Находим ее в интернете и смотрите. У нас есть 11, 15 ножка, это тюнер, 10, 14 CD-плеер и звук клавиш от магнитолы. Вот здесь нам нужно припаяться перед этими конденсаторами. Обязательно. Почему? А потому что эти конденсаторы не дают проходить постоянной составляющей напряжения. То есть, если их убрать, то вместо звука вы получите хлопок, и колонка будет постоянно стоять на месте, втянутая либо вытянутая. Итак, возьмем мультиметр, поставим на прозвонку и найдем нужные нам конденсаторы. Одним щупом становимся на 11 ножку и проходим по ее дорожкам. Вот так. Дальше перемычка. Проходим сюда. Проезжаем дальше по дорожке. И вот стоит конденсатор. Это его выход. И вот вход. Вот сюда и нужно будет нам припаяться. Проверим дальше, приходит ли это на тюнер. И вот попадаем на ножку нашего тюнера. Отлично. Это та дорожка. Таким же способом и определяем второй канал. После того, как вы нашли все контакты, желательно их записать. 11 ножка. Это у нас правый канал, 15 левый. Также помечаем маркером сами конденсаторы, левый и правый канал, чтобы потом их опять не искать. Сейчас мы к этим ножкам на входы с тюнера припаяем звук с нашего AUX кабеля. Звук будет уходить в микросхему, а контакты этих дорожек с радио, чтобы оттуда не поступало никаких шумов. Вот здесь обрезать их будем. Итак, осталось подготовить провод. Вот распиновка нашего штекера. Весь провод мы собрали сами. Взяли просто провод с 3 жилами и припаяли его штекеру.
Прозваниваем контакты, находим черный у нас минус. Далее главное определить правый и левый канал. Это вот коричневый провод, у нас правый канал. Подпишем. Ну и естественно оставшийся провод, левый канал, это синий провод. Итак, провод подготовлен, можно приступать к его протяжке. В задней крышке магнитолы отверстий нету, поэтому мы продеваем провод вместо штекера антенны, использовать который мы все равно не будем, так как радио мы отключаем. Обязательно завязываем узел, дабы не вырвался провод и не повредил дорожки или еще что-нибудь. Вставляем его в отверстие, где прикручиваются болты. Итак, все готово. Осталось припаяться. Обрезаем кончик провода. Делаем его коротким, примерно 1-2 мм. Для того, чтобы у нас контакт нигде не лежал больше. Берем немного флюса, намазываем на контакты. И припаиваем все на входе конденсатора, чтобы он был задействован в цепи. Так, один провод готов. Повторяем то же самое с левым каналом. И минус. Его можете припаять на любое место. Я припаял к минусу от тюнера. После этого включаем тестер и проверим все еще раз. Вот, минус есть. Каналы проверяем на самом штекере и на контактах звукового процессора. Проверяем правый канал. Как видите, кондер заряжается. Отлично. Так и второй. Все, теперь можно приступить к проверке. Прежде чем собирать магнитолу. Вот, мы включили радио. Подключаем плеер. И включим музыку. Включаем play. Как слышите, музыка играет. На громкость тоже реагирует. Все супер, можно приступать к сборке. Вытираем оставшийся флюс, который наносили. После этого срезаем. После этого не забываем срезать дорожки с радио. То, что я вам показывал в середине ролика. Правда, помех и не должно быть, но все же лучше их обрезать, если вы считаете, что им пользоваться не будете. Если вы хотите так поставить AUX, этим же способом, его можно встроить и вместо CD-дисковода или вместе с ним. Вот так у нас получилось, все ок. Места пайки я проклею клеем, таким как в клеевых термопистолетах. Для надежности
Заклею скотчем. Вот так теперь это все выглядит. И все, можно окончательно собирать все крышки. Вот мы собрали нашу автомагнитолу Prology. Подключил я еще раз ее для проверки. Вот, видите, динамик прыгает. Звук у нас отличный. Апгрейд удался. Ставь лайк. Пока.